Следующий лот пересадки был сингониум конфетти. Один из моих любимых сингониумов, но на нем уже потерялся вар на больших листьях. Со временем такое бывает, когда они стареют, они теряют пятна. Но на молодых листьях они еще есть, поэтому его нужно уже срочно пересаживать. Вообще сингониумы очень любят воду, они большие водохлебы, и поэтому я уже давно пользовалась таким альтернативным фитильным поливом. Как видите, у меня там была в поддоне постоянно вода, и корни постепенно прорастали, и туда тоже брали воду. Но был один большой минус, так как корни очень быстро росли, и потом, как в прошлом видео я показывала, было уже сложно иногда даже достать их оттуда, и это происходило моментально, буквально за несколько месяцев. Поэтому я уже давно решила, что буду переводить именно сингониумы первым делом на фитиль. Здесь вот нужно было аккуратно с корнями, даже у меня чуть повредился, но это не беда, потому что там корневая, как вы видите, она очень большая. Перед тем, как вы будете пересаживать на фитиль, обязательно, как я уже об этом говорила, важно хорошенько промыть корни, просмотреть все, чтобы не было никаких гнилых корней. И если они есть, то обязательно нужно их удалить. Так как я одержима идеей пышного куста сингониума, у меня несколько черенков в одном горшке. Я хочу сделать очень большой пышный куст, поэтому как только они у меня подрастают, я срезаю макушечку, отращиваю корни и подсаживаю. Вот такая моя стратегия. Поэтому тут есть и молодые череночки, есть уже более взрослые растения. Конечно, у взрослых корневая просто нереальная. Она там сантиметров 60, наверное, была, если не больше. Вообще у сингониумова она часто закручивается по кругу, и когда начинаешь ее расплетать, там просто невероятной длины корни. Вообще, кстати, пересаживать на фитиль с такими корнями немного рискованно, потому что растение не адаптированное и неизвестно, как оно себя поведет, когда перейдет на другой тип полива. Теперь я уже промыла корни, и очень важно просмотреть, чтобы не было никаких гнилых, и если есть, обязательно удалить. Конечно, для таких корней можно было бы взять стаканчик побольше, но у меня, к сожалению, пока что нет такой тары, и пока в поисках очень сложно найти что-то прозрачное. Я люблю прозрачное, потому что видно, как развиваются корни. Потому что я рассмотрела прозрачные ведерца, но они не такие высокие, то есть они больше вширь идут, а для сингониумов, конечно, лучше, когда горшок более вытянутый, узкий. Поэтому сложно найти. Вот 0,5 это максимально, наверное, то, что есть. Но я еще буду скоро пересаживать спатифилум, и там большое совсем растение, и вот поэтому я сейчас в поисках чего-то более подходящего по размеру. А как видите, вот в этот стаканчик еле-еле помещаются корни, я уже распределяла, и важно, чтобы не было воздушных карманов. И сейчас уже прошло несколько недель с момента пересадки, и я все по-прежнему слежу, чтобы там не появилось никакой гнили, потому что, хотя я проверяла, и не было гнилых корней, но из-за воздушных карманов такая гниль на фитиле может появляться, поэтому я регулярно сейчас проверяю, чтобы при первых же признаках нужно было что-то предпринять. Ну и опять же в этом плюс прозрачного горшка, то что вы всегда можете контролировать этот процесс. Например, я вижу, когда появляются новые корни, есть там беленькие, свеженькие, или что происходит со старыми, и как растения себя чувствуют. Я сопоставляю все эти факторы и могу уже что-то предпринять. Ну и так как в этом стаканчике места тоже было мало, я решила, что буду пересаживать отдельно новый росток. Он как раз там хорошо нарастит корни, поэтому это даже более безопасно будет. А этот оставлю уже как экспериментальный. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Если нет, то там уже есть воздушные корни, и можно будет обрезать и отсадить от большого растения. Пока я тут пытаюсь запихнуть корни практически безуспешно, хотела поговорить о том, для каких растений подходит фитильный полив. И, конечно, в первую очередь это для ароидных. Сюда уходят, например, сингониум, вибремнум, монстера. И, конечно, для них это просто рай. Почему? Потому что они, в принципе, в природе растут в высокой влажности, там у них постоянно вода присутствует в почве, поэтому если вы посадите их на фитиль, то кончики не будут сохнуть и растения будут прекрасно расти. Вторая группа – это те, которые очень любят воду, например, спатифилум, папоротники. Тоже замечательно они будут расти. Спатифилумы, если вы их выращиваете, знаете, какая у них вечная проблема, эти сухие кончики. И многие даже не знают, что с этим делать. Вот как раз отличный вариант фитиль. Циперусы, да, тоже такие вот водохлебы.
и поэтому они будут замечательно себя чувствовать и хорошо расти. И третья группа — это, например, цветущие, это фиалки, может быть, бегонии, вот тоже это хороший для них вариант. И вообще ходит легенда, что именно с фиалок и началась популярность метода фитильного полива. Так что пользуйтесь. В каких случаях фитильный полив не самый оптимальный метод? Это, например, кактусы. В принципе, можно сказать и суккуленты, но на самом деле многие суккуленты тоже хорошо растут на фитильном поливе. Например, замиокуликасы, хои. Они прекрасно себя чувствуют. Только есть определенные моменты с грунтом, да, а если вы посадите в хороший грунт, правильный, то вообще никаких проблем не будет. Мой замиокулькас просто преобразился на фитиле. Но с кактусами, конечно, такого уже может и не пройти, поэтому тут уже надо быть осторожными. С кактусами я бы вообще не рекомендовала, с суккулентами нужно смотреть и экспериментировать осознанно. Ну и, в принципе, если у вас растение больное, то, конечно же, его надо полечить, надо корни хорошие, чтобы были, и потом уже тогда пересаживать. Нужно помнить, что, в принципе, пересадка — это стресс для растения, а когда вы меняете метод полива, то, конечно, это еще больше стресс, поэтому растение должно быть к этому готово. И пока я пересаживаю еще малышку от сингониума конфетти, я хотела сказать насчет субстрата. Мне писали, что вы вводите людей в заблуждение, потому что говорите, что только минеральный грунт подходит, можно и в обычном. И я хочу сказать, что на самом деле да, можно добавлять обычный грунт. Я уже показывала, кстати, поэтому не знаю, почему ко мне такие обвинения. На самом деле я показывала, что можно и добавлять обычный грунт, но всегда нужно быть осторожными в этом плане и понимать, что это опасно. Когда вы садите в минеральный грунт, там хорошая аэрация корней происходит, там не застаивается влага. В обычном грунте, особенно если вы посадите универсальный, мне кажется, универсальный вообще никому не подходит, а на фитиле это просто практически 100% у вас растение погибнет, потому что грунт, он достаточно плотный, вода испаряется долго, и так как у вас будет фитиль, будет постоянная влажность, очень большая вероятность, что корни начнут гнить. Поэтому, особенно если вы начинающий фитильный поливщик, то, пожалуйста, берите минеральный грунт, обязательно синтетический шнур и пересаживайте. Все остальное это уже для экспериментов и для более опытных людей, которые готовы рискнуть. Ну, вообще, если вы рискуете, делайте это осознанно. То есть, если, например, хотите, как я переводила замиокуликас на фитиль, я делала это осознанно. Я понимала, что там уже растение было в очень плохом состоянии, и, в принципе, ничего хорошего ему не светило. Поэтому думаю, дай-ка я рискну и посажу. И вот хорошо получилось. Конечно, если у вас шикарное растение, и вы его переводите на фитиль, оно погибнет, и вам будет печально из-за этого. Поэтому, если вы рискуете, то делайте это осознанно, так, чтобы потом не жалеть. Ну, моя пересадка подходит к концу. Спасибо всем за внимание. У меня тут о растениях. Подписывайтесь, если вам это интересно.